Здорово, народ! Давно не было обзоров рынка, и сегодня мы с вами поговорим про биткоин, про альткоины, куда нас это все ведет, и когда наконец-таки начнется альтсезон, и будет ли он вообще. Поэтому видос будет очень интересный. Поставьте заранее видосику лайк, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, а мы погнали! У меня открыт дневной график BTC, мы уже с вами его обозревали. Мы вышли из нисходящего канала, пробили его отлично и закрепились выше. То есть, соответственно, у нас тренд восходящий, у нас сменился нисходящий на восходящий. Опять же, как я много раз говорил, что бычка еще не закончена, еще рано. И прямо сейчас мы опять поджимаемся к историческим максимумам на отметке 109 тысяч долларов. Пока что мы торгуемся на отметке 102 тысячи долларов. Я думаю, что дальше нас тоже ждет полет вверх. То есть, сейчас, возможно, будет какой-то откат небольшой. И потом после этого полет вверх. Почему так будет? Смотрите, сейчас вам покажу одну интересную метрику. В своем телеграм-канале я уже выкладывал этот график, обязательно подписывайтесь, Bendy Gang, ссылочка находится в описании, абсолютно бесплатно делюсь топовой информацией по криптовалюте, новости и мои мысли по рынку. Смотрите, что мы видим на этом графике. Мы видим пробитие, то есть breakout. У нас было это несколько раз, при этом это совпадало с индикатором MACD. Когда у нас пересекались эти линии, при этом мы поджимались к сопротивлению, это приводило к пробою. Это было раз, два, и прямо сейчас, третий раз, линии опять пересекаются, у нас опять начинается приток, то есть начинают больше доминировать покупатели. И что у нас дальше? Мы поджимаемся к сопротивлению, вероятнее всего, что у нас будет? Правильно, пробой. Поэтому нас могут отправить на следующий этаж в отметку примерно 120 тысяч долларов, там 115-120 тысяч долларов. Вот сюда нас могут отправить, судя по индикатору MACD и судя по тому, что мы поджимаемся опять к сопротивлению, которое каждый раз приводило нас к пробою данного уровня. Следующая метрика. Объем неликвидного BTC достиг исторического максимума. Согласно аналитикам, уже 14 миллионов BTC, монеток BTC, не передвигается и не участвует в торговле. То есть, получается, спрос растет, а предложение уменьшается. И что значит, что будет с ценой? Она будет расти, потому что людям будет не хватать BTC, они будут покупать, а те, кто будет продавать, они будут ставить, соответственно, любую цену, по которой они захотят продать. Поэтому это тоже отличный показатель, говорит нам о том, что BTC на биржах становится все меньше и меньше. Из бирж он тоже выводится, и неликвидного BTC становится тоже еще больше. Кто теряется, то кто-то просто решил холдить и не продавать. Допустим, такие люди, как я просто покупаю и не продаю, потому что я не вижу смысла продавать BTC. Потому что лучше актива на данный момент на нашей планете нету. С такой доходностью и с такой децентрализацией и безопасностью. Поэтому я не вижу смысла продавать BTC. Чтобы кэш держать на руках, который обесценивается. Ну, это бред. Ну, это чисто мое мнение, у каждого свое мнение. Вы думаете сами, что делать, то можете продавать BTC, если вы его покупали, соответственно, со мной по 30-40 тысяч долларов. Либо, не знаю, там, покупать BTC сейчас, надеяться, что он будет там стоить 200-300 тысяч долларов, хотя по моим ощущениям, что это будет рано или поздно. А теперь перейдем к альткоинам. Альткоин только что достигли своего первого золотого креста за 4 года. Обычно, когда у нас происходило пересечение, опять же, кривых, у нас рынок альткоинов просто взрывался и рос нереально вверх. Это у нас альткоин market cap. Прямо сейчас у нас опять пересечение происходит, у нас обязательно, чтобы белая линия пересекала золотую линию снизу. И тогда это приводит к пампу рынка альткоинов. Опять же, это случится не сегодня, не завтра, на это нужно время. Это все, посмотрите, это все 2026 год, если примерно прикинуть, когда у нас может быть поставлен пик по рынку альткоинов. Поэтому не стоит надеяться, что завтра ваши альты взорвутся и вы станете сказочно богатым. Нет, на это нужно все время. Тем более, если посмотреть график соотношения альткоинов к биткоину, мы видим, что мы находимся прямо сейчас на дне. То есть у нас не начался восходящий тренд по отношению к BTC. У нас альткоин находится в нисходящем тренде. И где-то здесь у нас формируется дно, и дальше нас ждет, соответственно, рост рынка альткоинов по отношению к BTC. Поэтому сейчас отличная возможность покупать, да, несмотря на то, что альты сейчас подросли, и несмотря на то, что мы до этого были на гораздо ниже значениях, пока альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину, это хорошая возможность покупать. Можно посмотреть по доминации BTC. Вот у нас было падение по доминации, то есть ликвидность из биткоина переливалась в альткоины, поэтому у нас альткоины и выросли. Но мы по-прежнему находимся на отметках 62.80. Это огромное количество денег, соответственно, в BTC лежит, не в альтах. Соответственно, когда будет у нас опускаться доминация, соответственно, ликвидность будет из биткоина перетекать в альткоины, тогда уже будет время фиксации. Сейчас вот этот локальный рост альткоинов, локальное падение доминации, оно ничего не значит. Пока мы не развернулись и полноценно не упали, хотя бы до отметок 50-45, вот там, где мои цели, соответственно, альтсезон. Вот там я буду фиксироваться. Сейчас отличная возможность покупать, потому что альткоины крайне недооценены. Хочу вам показать еще одну статистику, которая говорит нам о том, что, вероятнее всего, скоро запустят печатный станок. Это 10-летние облигации США, соответственно. Находим такой вот график. Открываем его и видим, что доходность облигаций растет. И это очень плохо. Чем выше доходность, тем ниже цена на эти облигации. Прямо сейчас мы находимся на отметках, когда был прошлый обвал фондового рынка.
и у США огромный долг. И они скоро начнут его рефинансировать, то есть в июле. И за счет того, что у нас доходность такая большая, им это невыгодно. Поэтому, вероятнее всего, ФРС скоро сдастся, начнет печатать деньги, чтобы откупать, соответственно, эти облигации, снижать их доходность, чтобы долг было выгоднее рефинансировать. Поэтому, возможно, совсем скоро Джером Пауэлл сдастся и все-таки начнет снижать ставку. Чего, собственно, добивается Трамп, потому что у него тоже сумки заряжены и в крипте, и в фонде, и он хочет, чтобы рынки росли, а ФРС сопротивляется, не хочет снижать ставку. Поэтому вероятность того, что ставку снизит и начнут печатать деньги, чтобы откупать облигации, соответственно, потому что США в такой вот как бы долговой яме, у них, чтобы рефинансировать долг, им нужно занять еще денег, и, короче, печать денег бесконечно идет, поэтому это как бы такая бесконечная машина, которая раскручивается. И рано или поздно печать денег запустят, начнут откупать, и фондовый рынок, и криптовалютный рынок, и все начнет расти. И на это указывают факторы и разные цифры, и я, соответственно, опираюсь на них. Я не хочу там опираться на чье-то мнение, на чьи-то там догадки. Я смотрю на графики, смотрю на цифры и принимаю решение. Сейчас мое решение, и как было прошлые там 2 года, только накапливаю, потому что нас ждет очень большой бычий рынок. Что по BTC, что по альткоинам. Когда Трамп пришел к власти, это, ребята, это бизнесмен, и он пришел, чтобы бабки зарабатывать, а не для того, чтобы рынки хоронить. То, что он сейчас делает, там, то, что у нас обвалилось фонда, крипта, это все делается для того, чтобы надавить на ФРС, чтобы начинать снижать ставку, чтобы потом могли запустить новый виток роста. Это чисто мое мнение, и как бы вы сами в этом убедитесь через какое-то время. Поэтому я продолжаю накапливать альткоины в долгосрок. Биткоин я уже не покупаю, потому что слишком дорого. Я буду его покупать на следующем медвежьем цикле. Пока что моя ставка на альткоины, потому что они крайне недооценены по отношению к биткоину. Опять же, это видно по Азерс BTC, это видно по доминации BTC. Поэтому ждем, когда это случится, когда начнется рост, никто не знает, на это все нужно время. Даже когда ФРС запустит печатный станок, ликвидность польется в рынке. Ребята, это все с отложенным будет действием, то есть это не сразу там рынки запампятся и улетят в космос. Нет, это все отложенное действие. И прямо сейчас у нас денежные массы тоже растут. Можно посмотреть М2 график, они тоже у нас растут. Видите, что график денежной массы просто в космосе, то есть денег становится больше, они бесконечно заливаются в систему, поэтому активы будут всегда расти в долгосрок. Но если вы хотите зарабатывать с нами в криптовалютном рынке, то у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Сюда вступить можно по ссылочке в описании. Здесь у нас находится чатик, где мы общаемся, скидываем информацию из разных приватных сообществ. Да, у нас есть сливы с приватных сообществ, и мы сюда скидываем информацию с этих приваток, что там публикуют другие блогеры. Вот их мысли, Малолетов, разные другие ребята, тут тоже все у нас есть. Чаус Трейд, Мухатов и разные другие, Разумный инвестор. Это все мы информацию сливаем сюда. Далее вкладочка инвестиций. Я здесь показываю, что я лично делаю, какие я токены покупаю, что я продаю. То есть лично мои действия, мой портфель в криптовалютном рынке, я это все здесь рассказываю. Далее спот трейдинг. Сюда даются сигналы на мемкоины, всякие мемчики, которые можно пофлипать на Solana, на эфире. Можно ними поторговать, сюда даются сигналы. Потом вкладочка новости, там публикуются новости. Вкладочка трейдинг, там публикуются сигналы по трейдингу. Курс по трейдингу. Здесь вы можете обучиться торговле, если вы вообще ноль в трейдинге, то можете здесь обучиться. Также есть вкладочка сливы курсов. Здесь находится огромная база платных курсов, которые стоят десятки тысяч долларов. Вы эти все курсы получаете, вступив в криптобазу. Также есть вкладочка обзор проектов, где я делюсь своим мнением по разным проектам. Есть обучение DEX торговли и много другое. Короче, если хотите подробно ознакомиться, что есть в криптобазе, можете нырять по ссылочке в описании, читать. Если вам понравится, то вступать и зарабатывать вместе с нами. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пишите в комментариях свое мнение, что вы сейчас делаете в криптовалютном рынке. Продали ли вы все, покупаете, либо что вы делаете. Будет интересно почитать. Обязательно ставьте видосику лайк. Если вы здесь новенькие впервые, то подписывайтесь, ведь мы рассказываем про криптовалюту и все, что с ней связано. Но мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!